Здравствуйте, подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале Свитерок. В сегодняшнем видео хочу показать вам красивый японский узор. На первый взгляд он кажется сложным, но вяжется очень легко. Я советую вам его попробовать связать. Узор подойдет для вязания теплых изделий, а можно связать также таким узором плед. Так узор выглядит с лицевой стороны. Какой он объемный, красивый, очень красиво смотрятся скрещенные петельки. Вот так он выглядит с изнаночной стороны. Свои впечатления об узоре оставляйте в комментариях под видео. Раппорт узора составляет 14 петель плюс 1 петля в конце ряда для симметрии. В высоту узор вяжется 24 ряда. Образец связан из нитки Alize Classic Lana Gold. Спицы я использовала 4 мм. Я наберу один раппорт 14 петель плюс 1 петля в конце ряда для симметрии и 2 кромочные. Итого у нас выходит 17 петель. Набираете обычным для вас способом. Узор вывязывается с лицевой стороны. В изнаночных рядах петли вяжем по рисунку. Изнаночный нулевой ряд я провязываю изнаночными петлями, а с лицевой стороны буду уже вязать узор. Схема приведена для кругового вязания. В схеме указан каждый ряд, то есть изнаночный ряд, если вы вяжете поворотным вязанием, там, где лицевые петли указаны, вы провязываете изнаночными петлями. Так, первый ряд нашего узора. Кромочную снимаем. Далее у нас изнаночная. 3 лицевые. 2 изнаночные. Лицевая скрещенная. Мы берем за переднюю стеночку снизу петельку. Далее изнаночная. Лицевая скрещенная. 2 изнаночные. 3 лицевые. И в конце ряда 1 изнаночная и кромочная. Второй изнаночный ряд петли вяжем по рисунку, а скрещенные петельки вяжем скрещенные изнаночные. Давайте изнаночный ряд 1 посмотрим, а дальше вы уже поймете, как вязать. Кромочная, лицевая. Далее у нас идет 3 изнаночные. 2 лицевые, то есть как идут петли, так мы их и провязываем. А следующая петля у нас получается лицевая скрещенная. Чтобы все петельки были перевернуты в одну сторону, мы перевернем эту петлю, она была у нас так вот одета, а мы дальней стеночкой повернем к себе и провяжем изнаночную петлю. Далее лицевая. И следующая петелька у нас получается изнаночная скрещенная. Также перевернем ее и провяжем изнаночную петлю. И в каждом изнаночном ряду скрещенные петли провязывать же таким образом. Так, третий ряд нашего узора. Кромочную снимаем. Изнаночная. Следующие 3 петельки мы провязываем таким образом. Снимаем 3 и перебрасываем вперед первую петлю. Одеваем ее на эти 2 петли. А теперь провязываем их. Вывязываем 1 лицевая, накид, лицевая. Далее 2 изнаночные. Лицевая скрещенная, снизу петельку захватываем, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные
И 3 петли провязываем как предыдущие. Снимаем петли, перебрасываем на них первую лицевую петлю, возвращаем назад и провязываем как 1 лицевая, накид, лицевая, изнаночная и кромочная. 4-й изнаночный ряд, петли вяжем по рисунку. Не забывайте про скрещенные петли. Подписывайтесь на канал Свитерок, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новости нашего канала. А также подписывайтесь на мои соцсети, там я выкладываю схемы и их краткое описание. Ссылка в первом закрепленном комментарии под видео. 5-й ряд, кромочную снимаем, изнаночная. Далее провязываем косу, снимаем 3 петли на дополнительную спицу, или же вот как я снимаю на спицу, мне так удобно. Далее провязываем петли таким образом. Провязываем лицевую скрещенную, 2 изнаночные, возвращаем назад эти петли. Их провязываем лицевыми. 3 лицевые у нас получается. Далее изнаночная. Снимаем петли на спицу. Нить у нас перед работой. Перекрещиваем их вправо. Эти мы перекрещивали влево, а здесь вправо. Провязываем 3 лицевые. Возвращаем петли назад. И провязываем 2 изнаночные. И лицевая скрещенная. В конце ряда идет изнаночная и кромочная. Изнаночный ряд, 6-й. Обратите внимание, лицевые скрещенные у нас поменяли свое место в узоре. Кромочную мы снимаем. Лицевая. И дальше у нас идет лицевая скрещенная. Переворачиваем. На изнаночной стороне она получается как изнаночная скрещенная. И вывязываем ее изнаночной. Далее 2 лицевые. И вяжем по рисунку. 3 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, 2 лицевые. И получается у нас скрещенная петля. Мы переворачиваем ее, провязываем изнаночной, лицевая и кромочная. Далее 7-й ряд, кромочную снимаем, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные, 3 лицевые, провязываем, снимаем их на первую спицу, перебрасываем первую петлю наверх и провязываем как лицевая, накид, лицевая. Изнаночная, снимаем 3 петли, перебрасываем на 2 петли и провязываем как лицевая, накид, лицевая. Далее 2 изнаночные, лицевая скрещенная, изнаночная и кромочная. 8-й ряд изнаночный, петли вяжем по рисунку. 9-й ряд, кромочную снимаем, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, 2 изнаночные, лицевая скрещенная,
изнаночная, кромочная. 10 ряд изнаночной петли вяжем по рисунку. 11 ряд, кромочную снимаем, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные, и следующие 3 провязываем, снимаем их, набрасываем на них лицевую петлю, возвращаем назад, провязываем 1 лицевую, накид, лицевая, далее изнаночная. Следующие 3 провязываем также, набрасываем сверху лицевую петлю, провязываем как лицевая, накид, лицевая. Далее 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная и кромочная. 12 ряд изнаночной петли провязываем по рисунку. 13 ряд, кромочную снимаем, изнаночная, далее у нас косичка, мы провязываем первую петлю, снимаем нить за работой, провязываем 1 изнаночную, возвращаем назад и провязываем лицевую скрещенную. Далее изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, и провязываем косичку, изнаночную петлю снимаем нить перед работой, лицевая скрещенная, и нашу снятую петлю провязываем изнаночной. В конце ряда изнаночная и кромочная. 14 ряд изнаночной петли провязываем по рисунку. 15 ряд, кромочную снимаем, далее 2 изнаночные, дальше у нас косичка, первую лицевую петлю снимаем нить за работой, провязываем изнаночную петлю, возвращаем лицевую петлю и провязываем ее лицевой скрещенной. Далее 3 лицевые провязываем, снимаем их на спицу, первую петлю перебрасываем, возвращаем назад и провязываем их лицевая, накид, лицевая. Далее изнаночная, следующие 3 лицевые снимаем, перебрасываем первую петлю, одеваем ее на 2, возвращаем назад и провязываем лицевая, накид, лицевая. Далее у нас коса, мы изнаночную снимаем нить перед работой, провязываем лицевую скрещенную, возвращаем назад петлю изнаночную, провязываем ее изнаночной. Далее 2 изнаночные, кромочная. 16 ряд изнаночной петли провязываем по рисунку. 17 ряд, кромочную снимаем, изнаночная и провязываем косу. Далее снимаем 3 петли, перекрещиваем влево, снимаем 3 петли, далее нить у нас за работой, далее 3 лицевые, возвращаем 3 петли, провязываем их как 2 изнаночные и лицевая скрещенная. Далее изнаночная, далее у нас коса, мы перекрещиваем вправо, 3 петли снимаем, нить перед работой, провязываем следующие 3 петли, провязываем лицевая скрещенная, 2 изнаночные,
И снятые наши 3 петли провязываем лицевыми. В конце ряда изнаночная и кромочная. 18 ряд изнаночный, петли провязываем по рисунку. 19 ряд, кромочную снимаем, изнаночная. Следующие 3 петли провязываем, снимаем их на спицу, перебрасываем первую петлю, набрасываем на 2 лицевые и провязываем их лицевая, накид, лицевая. Далее 2 изнаночные, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные. Далее 3 лицевые снимаем, перебрасываем первую петлю на 2 лицевые, провязываем лицевая, накид, лицевая. Далее изнаночная и кромочная. 20 ряд изнаночной, петли провязываем по рисунку. 21 ряд, кромочную снимаем, изнаночная, 3 лицевые, 2 изнаночные, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные, 3 лицевые, изнаночная и кромочная. 22 ряд изнаночной, петли провязываем по рисунку. 23 ряд, кромочную снимаем, изнаночная. Следующие 3 петли снимаем на спицу, первую петлю перебрасываем через 2 лицевые, провязываем лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные. Следующие 3 лицевые снимаем, первую петлю перебрасываем на 2 лицевые, возвращаем назад и провязываем лицевая, накид, лицевая, изнаночная и кромочная. 24 ряд изнаночной, петли провязываем по рисунку. Так, мы связали все ряды нашего узора. Как он красивенький получается, объемный. Вяжется довольно-таки несложно. Единственное, нужно не забывать про скрещенные петли с изнаночной стороны, переворачивать их. Тогда вот они будут выглядеть вот таким жгутиком. Всем большое спасибо за просмотр. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать новости нашего канала. Я желаю всем хорошего настроения, ровных петелек и до скорых встреч!